кино все так просто, правда? Один пристальный взгляд, и гениальный детектив уже все понял. Он лжет. Но согласитесь, идея читать людей как открытую книгу невероятно соблазнительна. Но насколько это вообще реально? Давайте попробуем разобраться, где заканчиваются голливудские сказки и начинается настоящая наука об обмане. Ну, конечно, все мы слышали про эти верные признаки лжеца, да? Бегающие глаза, постоянно трогает нос, ерзает на стуле. Это же просто классика жанра. Но вот что интересно, настоящая наука смотрит на вещи совсем иначе. Дело не в каком-то одном волшебном жесте, все гораздо сложнее. Это и крошечные реакции на лице, и огромное умственное напряжение, и самое главное, то, как человек ведет себя обычно. Итак, давайте начнем с самого, казалось бы, очевидного, с лица. Только искать мы будем не бегающий взгляд, а кое-что куда более надежное. Речь пойдет о просто революционной работе психолога Пола Экмана и его главном открытии — микровыражениях. Так что же это такое микровыражение? Тут ключевых слова два. Первое — непроизвольное. И второе — скорость. Всего 1/25 секунды. Только вдумайтесь, это настолько быстрая, неконтролируемая вспышка настоящей эмоции, что человек даже не понимает, что выдал себя. И вот именно эта скорость и непроизвольность делают микровыражения таким мощным инструментом. Они показывают то, что человек чувствует на самом деле, даже если изо всех сил пытается это скрыть. Экман доказал, что существует 7 базовых эмоций, которые все люди на планете, от жителя мегаполиса до члена племени в джунглях, выражают абсолютно одинаково. Радость, грусть, гнев. У каждой есть свой уникальный рисунок на лице. Но вот тут, внимание, это суперважно, микровыражение не является детектором лжи, это детектор скрытых эмоций. Человек может говорить чистую правду, но бояться, что ему не поверят, и на его лице на долю секунды промелькнет страх. Это не ложь, это просто страх. Хорошо, с лицом разобрались. А теперь давайте заглянем глубже, прямо в мозг. Потому что ложь — это не просто слова, это, знаете ли, очень тяжелая работа для нашего серого вещества. Просто представьте, чтобы сказать правду, нужно всего лишь вспомнить. А чтобы солгать, тут целый список дел. Во-первых, нужно сочинить правдоподобную историю и держать ее в голове. Во-вторых, постоянно следить за реакцией собеседника, а он верит. В-третьих, нужно активно давить в себе правду и настоящие эмоции. Мозг буквально кипит от напряжения. Вот это вся умственная работа и называется когнитивной нагрузкой. И такая перегрузка, конечно, не проходит бесследно. Она буквально вылезает наружу. Мозг, как перегруженный компьютер, начинает глючить. Человек чаще моргает, начинает мямлить, говорить ну, голос от напряжения может стать выше. И вот, кстати, забавный факт, который рушит старые мифы. Жестов у лжеца часто становится меньше, а не больше. Просто потому, что у мозга не остается ресурсов еще и на активную жестикуляцию. А теперь снова самый важный момент во всем этом разговоре. Все эти признаки — это индикаторы стресса, сильнейшего умственного напряжения. Но не обязательно лжи. Представьте себе абсолютно честного человека, который панически боится, что его несправедливо обвинят. Он будет испытывать колоссальный стресс и показывать те же самые признаки. Так что контекст здесь решает абсолютно все. И вот именно поэтому настоящие профессионалы никогда, слышите, никогда не делают выводов на основании одного единственного признака. Их работа — это не охота за сигналом лжи. Это кропотливая сборка сложного пазла, чтобы увидеть всю картину целиком. Ну и раз уж мы заговорили о детекции лжи, как же не вспомнить ее короля, полиграф? Тот самый детектор лжи из фильмов. Так что же он делает на самом деле? Работает ли он? В идеальных лабораторных условиях цифры выглядят неплохо. Точность до 70-80%. Звучит солидно, да? Но, как всегда, есть гигантское «но». Полиграф, по сути, не определяет ложь. Он измеряет физиологические реакции организма на стресс. Как бьется сердце, как человек дышит, потеют ли ладони. То есть он измеряет волнение, а не обман. И у этой красивой цифры есть куча ограничений. Во-первых, его можно натренироваться и обмануть, а во-вторых, и это его главная беда, ложноположительные результаты. Проще говоря, честный, но очень нервный человек с треском провалит этот тест. Именно поэтому в судах большинства стран, включая Россию, его показания не считают серьезным доказательством. Сегодня это скорее вспомогательный инструмент для проверок, но никак не финальный вердикт. И это подводит нас к золотому правилу профессионального анализа. Прежде чем искать какие-то отклонения, нужно понять, а что для этого конкретного человека является нормой. Как он говорит, жестикулирует, дышит, когда полностью спокоен.
Это и называется установить базовый уровень. Без этого фундамента все остальные наблюдения — это просто гадание на кофейной гуще. Вот, например, одна из методик — анализ горячих точек. Это очень скрупулезный процесс. Сначала все интервью записывается. Затем аналитик буквально по секундам отсматривает его и отмечает каждый момент, где поведение человека резко отклонилось от его нормы, от базового уровня. Это и есть горячая точка. Он фиксирует, какой именно вопрос вызвал такую реакцию. А потом, в следующем разговоре, он не обвиняет, а просто аккуратно возвращается к этим темам, чтобы разобраться глубже. Это система, а не интуиция. Однако в этой погоне за правдой существуют очень четкие границы. И есть методы, которые переходить нельзя. Не только потому, что они неэтичны и незаконны, но и потому, что они попросту не работают. То, что перечислено здесь, это пытки, без всяких «но» и «если». Они запрещены международным правом, и причина запрета двойная. Да, это бесчеловечно. Но есть и вторая, чисто прагматичная причина. Эти методы абсолютно неэффективны для получения правдивой информации. Эта фраза, по-моему, говорит все. Человек под пытками не будет вспоминать правду. Он будет отчаянно пытаться угадать, какой ответ остановит боль. Он скажет что угодно, подпишет любой документ. Его цель — не сообщить факты, а просто выжить. Итак, давайте подведем итог. Весь наш разговор, по сути, сводится к одному главному сдвигу в мышлении. Нужно отказаться от мифа о поиске одного единственного сигнала лжи и принять реальность. Настоящий анализ — это поиск совокупности признаков, которые выбиваются из базового поведения человека в ответ на конкретный вопрос. Это сложная, комплексная работа. И все это подводит нас к последнему вопросу. Если нет никакого волшебного способа увидеть лжеца, может, мы изначально ставим не ту цель? Может быть, вместо того, чтобы пытаться стать ходячим детектором лжи, стоит просто научиться быть более внимательными слушателями, замечать детали, задавать уточняющие вопросы и стремиться к пониманию, а не к осуждению. Только представьте, как могло бы измениться наше общение, если бы мы подходили к нему именно так.